Война. День 274. Ситуация на фронтах. Вчера Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего по всей стране произошли серьезные перебои с подачей электроэнергии, что коснулось и Молдовы. А на спутниковых снимках Украина выглядит черным пятном. Более того, свет пропал даже у вашего покорного слуги, что негативно сказывается на выпуске видео. Также часть ракет россияне пустили по жилым домам, убив в Вышгороде по меньшей мере 4 человека, 20 получили ранения. Второй день подряд происходит обмен пленных. Вчера было обменено 35 человек, а сегодня еще 50. Восток. Появились кадры огромного количества уничтоженной и поврежденной техники, снятой с беспилотника в Белгородской области. Вероятно, эта техника была эвакуирована с полей сражений. Похоже, у блога Oryx предстоит много работы. Продолжаются приграничные обстрелы в Сумской и Харьковской областях. На направлении Сватово-Кременная идут бои, и похоже, россияне хотят таки оттеснить украинские войска за реку Оскол, дабы встать на более удобные позиции для обороны и привести к такой ситуации, когда ни одна из сторон не сможет продвинуться, и единственным выходом будут переговоры. Поэтому сюда сейчас перебрасывают войска. Также россияне на этом направлении проводят разведку боем в поисках слабо укрепленных позиций ЗСУ. На правом берегу Северского Донца бои все там же. Россияне постоянно обстреливают украинские позиции и отправляют одну волну солдат за другой, абсолютно не считая потери. Отчасти эта тактика дает результат, и ему удается продвигаться по несколько сот метров в день. Но непонятно, насколько хватит российских солдат для такого продвижения. Бои все еще идут на подступах к Бахмуту. Дальше россияне атакуют Водяное и Первомайское в районе Авдеевки. Тяжелая ситуация в Марьинке, где российским войскам удалось продвинуться вперед. На южном фланге сообщается о обстрелах, но линия фронта не изменилась. В том числе днем ранее россияне обстреляли роддом в Вильнянске, Запорожской области, и убили там младенца. Юг. Херсон все чаще подвергается обстрелам с левого берега. Есть попадания по жилым домам. В то же время коммунальные службы активно работают, дабы восстановить критическую инфраструктуру в городе. Так заявляют, что в скором времени в городе будет восстановлено электроснабжение. Мой знакомый, редактор архитектурного журнала Дмитрий Нестека, который сейчас служит разведчиком в 231-м отдельном батальоне, собирает средства на дроны. И я себе в описании прикладываю банку, это средство будет кидаться ему напрямую. Также есть профиль, можете посмотреть на результаты их работы. Будем благодарны, если у вас есть возможность поддержать. Спасибо за просмотр. Буду также благодарен, если вы поддержите и мое видео лайками, подпиской, комментарием. И спасибо, кто поддерживает канал финансово.